Привет всем! Сегодня у нас ролик про австрийских горных коров. Я обещал некоторое время назад сделать такой ролик в рубрике «Вести с полей», но рассказ получился довольно длинный, а съемок довольно много, поэтому отдельный ролик. А почему водопад? Это водопад Фальбах, долина Мальта, в Австрии, в Каринтии. А почему водопад? Потому что рядом пасутся те самые коровы, про которых я буду вам рассказывать. Итак, вот они там. Помимо этих коров будет еще один вид, другой, про который тоже расскажу. А в конце ролика очень рекомендую посмотреть «Вести с полей» с неожиданностью, которая действительно будет для вас неожиданностью. Ну, вот видите, тут диспозиция такая, что тут у нас свадьба, бычок интересуется, следует за коровой, ухаживает. Рядом там идут сочувствующие, тоже наблюдают. Итак, что это за коровы? Это у нас пятнистая корова. Родом она из Швейцарии. Вот эта порода. В 13 веке в монастыре под городом Берном их вывели монахи. А сейчас в Австрии вот эти коровы составляют 76% всего поголовья. А вообще в Австрии их 1,5 миллиона. Вот таких коров. Итак, что это за животное? Они средние, крупные, окрас вы видите сами. Дает такая корова в среднем больше 7 тонн молока. Есть рекордсмены, которые дают до 30 тысяч литров молока в год. При этом молоко имеет жирность 4,2%, а белок 3,7%. Вот средний вес такой коровы 725 килограмм, а рост 1,44 м до загривка. Итак, вот этих коров начали в свое время выводить в Швейцарии. А потом их в 1830 году завезли в Австрию. И в Австрии они очень хорошо прижились. Ну, порода оказалась, вот вы сами слышали, по жирности, по производительности, просто уникальная. Потом в Австрии немного усовершенствовали породу, скрестили с местными видами и вывели вот эту горную породу. То есть вот эти коровы живут на высотах от 800 метров до 2 километров на горных лугах. И хорошо себя там чувствуют. Такая корова стоит 1600 евро одна. Летом корова питается травкой, вот летом съедает 80 килограмм, а зимой 15-20 килограмм. А на канале у меня есть «Вести с полей», я неоднократно включал их в свои видео. И там вы видели, как бравые колхозники из села Осях выращивают траву, там ее косят, оформляют в такие специальные замотанные пленкой тюки и запасают на зиму. То есть с питанием у них все нормально. Вообще Австрия – это известный производитель сыра. Вот молока Австрия на экспорт поставляет 500 тысяч тонн, 500 000 тонн на экспорт идет молока. Но в Австрии еще и 400 сортов сыра. Вот и сыра производится 207 тысяч тонн в год. Ну, то есть гигантское количество. В плане сыра в Австрии продается еще швейцарский сыр, совсем немного. Но он раза в 1,5 дороже и такой популярностью особенно не пользуется, он ничем особенным не отличается от австрийских сыров и при этом дороже. А австрийские сыры, я на них подсел капитально. Иногда я с этим делом перебарщиваю, потом приходится худеть. Вот, но сыр мне больше всего нравится. Есть Bergkäse, горный сыр. Он такой не мягкий и не твердый. Он такой плотный сыр, он не крошится. Он не сыпется, не рассыпается. То есть вот он такой, вкус, запах, все специфическое. На словах это объяснить трудно. В общем-то, животноводство, мясо молочное – это основа австрийского сельского хозяйства. Рельеф вы видите сами. Тут особо
просторов, на которых можно было бы там выращивать какие-то вот пшеницы, миллионы пудов снимать. Вот такого в Австрии нету. Выращивается кукуруза на корм, выращивается трава. Трава очень хорошо растет везде, вот в долинах всяких. И животноводство, мясо молочное. Это же основной экспорт. Причем Австрия занимает такое видное место в экспорте дорогих сыров, в экспорте биопродукции. Вот 16% молока, которое производится в Австрии, оно био. При этом в Австрии нет генетически измененных продуктов. Это законом запрещено. То есть в Австрии производители не имеют права по закону заниматься вот этим генетическими всякими экспериментами. И еще один нюанс. За условиями содержания коров очень жесткий контроль. То есть приходит регулярно проверяющий и смотрит. То есть не качество молока проверяют, это само собой, там качество молока, сыра, продукта, это само собой. Проверяется условия содержания животных. То есть как они, достаточно ли они питаются, чистые ли они, какие условия, то есть помещение, в котором живут коровы, вот этот хлев, оно должно отвечать определенным условиям. И вот это контролируется. А сейчас мы с вами видим другую породу. Это черные Хольштайн породы. Они бывают черные, белые, они такие более однотонные. Порода из США. Но про нее я расскажу после небольшого анонса. Итак, Хольштайн. Они с 30-го года в Австрии, отличаются здоровьем, крепостью. Они ростом 1,50 м, весят 775, то есть они покрупнее пятнистых коров. Дают до 10 тысяч килограмм, до 10 тонн молока в год. Жирность 4% и белок 3,4, немножко пониже, чем у пятнистых коров. Вот эти черные коровы породы Хольштайн, это 7% австрийских коров. Их поголовье 140 тысяч. И вот смотрите, сейчас я снимаю это на высоте, коровы находятся на высоте 1800. Вот этот туннель, который виден, это уже высота 2300. Вот, то есть коровы реально высокогорные. Вот про эту местность, которую я сейчас показываю, будет фильм на канале. Это заповедник природный Гроссглоckner и уникальная дорога. И еще немножко пейзажей австрийских. А вот по этой дороге, которая высокогорная, Гроссглоckner, мы из Каринтии приехали в Зальцбургерланд. И вот смотрите, там это водопад. Он такой несколько ярусов, очень длинный, очень красивый водопад. А снизу, естественно, коровы. Что же еще? Снизу пасутся коровы. Значит, я молоко не пью, натюр. А Ирина пьет. Я каждый раз бываю в магазине 2-3 пачки, то есть у нее пачка в день минимум уходит молока. По ее отзывам молоко высшее. Просто вот получает удовольствие. А молоко при этом 3,6% жирность. Напомню, что пятнистая корова дает 4,2%. То есть жирнее, чем продается в магазине. Ассортимент всегда в продаже молока сортов 15 до 20 сортов разных. Разные производители, разные упаковки. Есть и стекло, и тетрапаки. Вот все что угодно. А есть разных жирностей. Есть такое немножко обезжиренное, там 1,5%. Есть 3,5%, есть 3,6%. Есть кисломолочные продукты, кефир. Называется в Австрии ацидофильное молоко. Сметана, зауэррам. Абсолютно напоминают на такую привычную российскую сметану. Такая она, ложка стоит в ней.
Весь набор необходимый вот этих молочных продуктов, все есть. Про сыры я говорил, сыров выбор просто безграничный. Причем в разных магазинах не повторяется одно и то же, а в разных магазинах разного производства сыры. Вот чего я не видел, ну, французских сыров. Французские есть только нарезка. А продается, а так других нету. Ну, вот смотрите, коровы. Значит, в Австрии есть движение по гуманному отношению к животным на государственном уровне. Вот смотрите, вести с полей, но вести у нас неожиданные. Смотрите, кто к нам на поле пришел. Это вот поле, которое я вам все время показываю. Там кукуруза, это. Вот смотрите, это у нас такой олень. Я снял про этих оленей фильм, который потом смонтирую и сделаю. Этих, потому что вот это существо, оно не одно. И ушло, когда захотело, не обратно через дорогу в гору, в лес, ушло в кукурузу. И вот я по утрам хожу, вижу компанию, которая живет в кукурузе. Чем питается, там и живет. На этом все. Кликните котика, подпишитесь на канал и успехов вам!